И снова всем большой привет! Мастер-класс сегодня посвящен изготовлению игрушки в автомобиль, которую в народе называют кот Саймона. Кто-то этого кота называет кот Саймон. Но я буду делать кошечку, а не кота. Назову ее Ириска. В интернете можно легко найти выкройку такого котика. Я тоже так сделала. После небольшой доработки получились лекала, которые можно скачать по ссылке под видео. Важно знать, что выкройку можно сделать какого угодно размера. Для этого я использую программу просмотра файлов Picasa и монитор компьютера. На фотографии пример лекал двух котиков, увеличенных при помощи Picasa и монитора. Я буду делать кошечку Ириску, по лекалу, размер которого равен 24 см в длину. Если вы хотите сделать несколько игрушек по одному лекалу, то лучше всего бумажное лекало перечертить на картон. В данном мастер-классе я буду делать котика поменьше. Но, как говорится, у фантазии нет пределов. Можно кота Саймона сделать и в виде подушки. Возможно, позже я сделаю мастер-класс по изготовлению такой подушки. Итак, для работы мне понадобится основная ткань, у меня имитация замши, флизелин, атласная ткань, присоски, холофайбер, ленточки для бантика, полубусины для глаз, полубусина для украшения. На все необходимое, что можно купить на Алиэкспрессе, я оставила ссылки под видео. Проклеиваю ткань флизелином. Это нужно для того, чтобы после набивки у игрушки была равномерная поверхность. Перевожу лекало на ткань с учетом припусков на шов. Припуск на шов у меня 5 мм. Вышиваю позитивный текст и свой номер телефона на животике моей кошечки Ириски. Ссылка на дизайны всех вышивок в описании под видео. Если у вас нет вышивальной машины, это не беда. Можно для себя любимых сделать вышивку вручную. Для этого можно воспользоваться исчезающим стержнем. Нужно печатными буквами написать необходимую надпись и вышить. На лекале я наметила прямоугольник для надписи. Затем делаю аппликацию глазок. Для этого использую атласную ткань. В дизайне вышивки я сделала поэтапное вышивание. Сначала атласная ткань нашивается на основную деталь. Затем обрезаю маленькими ножничками ненужную ткань. При этом пяльцы снимать нельзя. Затем финишная отстрочка по краю. Но нашить ткань можно и без вышивальной машины. Ротик и носик тоже можно вышить вручную, если нет вышивальной машины. Вырезаю детали переда и спинки котика. Отмечаю места для вставки присосок. Тонкими концами ножниц высекаю маленькие дырочки для присосок. Вставляю их в дырочки. Закрепляю с изнаночной стороны прочной ниткой. Заднюю часть котика складываю лицом к лицу с передней частью. Намечаю дырочку для выворачивания. Если опыт небольшой в шитье, можно детали сколоть булавками. Но я сшиваю переднюю и заднюю часть без булавок. Обрезаю по краю близко к шву. Маленькими ножничками делаю надсечки между пальчиками Ириски и на всех других изгибах.
Выворачиваю кошечку на лицевую сторону, расправляя все изгибы. Наполняю холофайбером. Зашиваю отверстие для наполнения потайным швом. Следующий шаг – глазки. Для глазок я использую полубусины собственного производства. Вы можете заказать полубусины разного диаметра, перейдя по ссылке, которую я оставила в описании. Приклеиваю полубусины на водостойкий клей. Сначала решила оставить мою кошечку Ириску без хвоста. Ну кто там будет обращать внимание на ее хвост, когда она висит внутри машины, подумала я. Но потом вспомнила крылатую фразу: крылья, ноги, главное хвост. Детали хвоста укладываю лицевыми сторонами внутрь. Намечаю место для выворачивания и прошиваю по кругу. Обрезаю припуск на шов близко к шву на расстоянии примерно 3 мм. Выворачиваю хвостик и наполняю холофайбером. Потайным швом зашиваю дырочку для набивки. Пришиваю хвостик к туловищу ириски тем самым потайным швом. Дальше следует самая любимая моя часть – изготовление украшения для игрушки. Так как у меня кошечка, я решила сделать ей бантик на ушко. Для бантика мне нужны два отрезка ленты шириной 1 см, а длиной 9 см и 7 см. Складываю отрезок ленты так, чтобы концы были в середине с небольшим нахлестом друг на друга, и прошиваю сметочным стежком по центру. Ставлю закрепку. То же самое делаю со вторым отрезком ленточки. Складываю два сшитых отрезка между собой так, чтобы срезы были в середине этой несложной конструкции. Соединяю их между собой. Затем обвожу нитку по центру бантика несколько раз, немного ужимая серединку. Ставлю закрепку и обрезаю нитку. После этого закрываю серединку будущего бантика узкой атласной ленточкой белого цвета. Конечно, можно было сзади заклеить края белой ленточки при помощи клея пистолета, но я воспользовалась иголкой и ниткой. Наклеиваю полубусину в качестве украшения. Результат – кошечка Ириска собственной персоной. Теперь мой автомобиль уж очень будет выделяться из толпы. Благодарю всех зрителей за то, что были со мной несколько минут при просмотре видео. Дорогие рукодельницы и рукодельники, а также гости моего канала, если вам понравилось видео и было полезным, подписывайтесь на мой канал, оценивайте и жмите колокольчик.
А у меня есть еще много полезностей, о которых хочу рассказать и показать. Всем пока!